Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу подарить вам очень сильную чистку, которая может разом решить застарелую проблему, может вывести на чистую воду ваших врагов и может помочь вам в очень тяжелой, трудной ситуации жизненной. Я дарила очень много различных чисток, убирающие неудачи жизни, останавливающие крушение жизни. И каждая чистка имеет свое предназначение. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно и проводите чистки по назначению. Если сказано от врагов, значит, нужно делать от врагов, а не просто провести чистку, может быть, поможет там в судебных делах и прочее. Чтобы у нас не было недопониманий, чтобы я вам не грубила, потому что я порой настолько устаю от глупых вопросов. Я хочу, чтобы вы раз и навсегда усвоили. Надо внимательно послушать то, что я говорю. Только после этого либо вопросы задавать, либо проводить. Почему так важны чистки от врагов? Кто-то скажет, такое ощущение, как будто вот одни враги кругом. Вы знаете, одни враги кругом начинают появляться, когда человек начинает подниматься. Врагами могут стать родные люди, врагами могут стать вчерашние близкие друзья. Врагами могут стать соседи, которые, видя, что вы покупаете машину хорошую, дом обновляете, строите, они начинают просто предъявлять к вам претензии. Человек не может перед собой честно осознать, что завидует другому человеку. Всегда завистливые люди, они прикрываются такими лозунгами, как «я за правду», «мне за державу обидно», «вот почему вот так вот, я на самом деле, да кому там завидовать». Уверяю вас, что есть кому завидовать, и они завидуют. Именно поэтому и происходит столько зла на этой земле, потому что есть зависть. И никогда зависть не остается просто чувством. Зависть всегда переходит в действие. Завидуют магазину там человека, который успешно торгует. Пойдут, напишут в эту всякую там станцию, да, не будут называть, пойдут, напишут в налоговую, еще что-нибудь. Замучают проверками. Скажут, что там продают несовершеннолетним спиртное и прочее. Когда люди говорят, не обращайте внимания, зависть и ничего страшного. Зависть никогда не остается завистью просто вот на том уровне, на котором есть. Хочу вам сказать, что в годы 37-е годы одна особа, дома сидящая старая дева очкастая, доносила на всех своих соседей, на горожан, там, кого знала, не знала. Одним словом, по ее доносу расстреляли более 4000 человек за 11 лет. А потом расстреляли и ее, потому что, видимо, достала своими доносами. Сначала ее упекли в психушку, потом расстреляли. И писала она доносы на врачей, на учительницу, которая жила рядом и красиво одевалась, потому что могла шить себе одежду, позволяла себе... из недорогой ткани, значит, могла шить себе красивые модели одежды. Завидовал человек, но и зависть этого человека перешла просто в убийство, можно сказать. Так что, когда вам говорят, что завидует, не обращай внимания, да пусть завидует, еще лучше. Да, хорошо, если завидует, значит, есть чему завидовать, но зависть всегда переходит в действие. И время от времени стоит очищать себя, убирать вот это все, останавливать их, не давать им возможности, шанс купить вашу жизнь. А они это будут делать, и они к этому будут стремиться, я вас уверяю. Не остановится никто из них. В чем цель завистливого человека? Чтобы вас вообще не было на земле. Да, физически вас уничтожить. Именно поэтому и появляются всякие хайтеры. Именно поэтому и появляется
люди, которые начинают писать донос на вас. Именно поэтому появляются люди, которые оскорбляют вас или специально приходят в ваш магазин покупать, чтобы вам сказать какую-нибудь гадость. Именно поэтому и появляются люди, которые снимают видеоролики, всякие там гнусности и ложь распространяют об известных людях. Зависть не остается завистью, она переходит всегда в действие. И из-за того, что у них нет возможности вам навредить, вам не нужно расслабляться. Вы должны знать, что как только эта возможность появится, они этот шанс не упустят. Что изменит эта чистка и чем поможет вам? Эта чистка, вот такое ощущение, как будто сдирает кожу, оставляя другую кожу. Ну вот как вы очищаете лицо, например, скрабом. Да, вы очищаете старую кожу и для того, чтобы обновить, молодую кожу оставить. Вот то же самое может произойти с вами, если вы проведете вот подобную чистку, то есть эту чистку. Я назвала эту чистку «Тройная сила» от врагов или против врагов. Почему тройная? Здесь взяты три, то есть соединены, да, три культуры. Первое – это заговоры, составленные по традиции кавказских хаза. Это колдуны, да, ведьмы, чародеи Кавказа. Второе – это заговор, составленный по традиции равнинной магии или русской магии, или славянской магии. И третье, работа третья, она составлена по традиции марийских ведьм. Если кто не знает, это финно-угорские народы. Ну вот Республика Мариэль, наверное, вам знакома. Не только там финно-угры. Но в любом случае, вот составлено по традиции их колдовства. И поэтому здесь три силы соединены. И работа очень сильная, только надо выполнять правильно. Значит, первое. Что здесь нужно вам собрать? Желательно 3 раза в месяц провести. Тогда результат будет более сильный. Хотя изначально с первого раза оно у вас получится, потому что похожие работы я уже давала, я же знаю, как мои работы действуют. Но если вы 3 раза проведете в течение месяца, не обязательно к ряду, просто 3 раза, у вас получится намного лучше. Здесь не связано с лунным циклом, потому что когда у человека проблемы, но не может человек ждать, пока Луна начнут уходить в убыль или расти, чтобы что-либо проводить. И вообще, откройте, посмотрите мою лекцию «Луна в магии», чтобы поняли, зачем, почему Луну связывают и нужно ли связывать. У меня, в принципе, уникальные работы, они подходят в любое время. Если есть требования к лунному циклу, тогда да. Теперь вам нужно взять соль. Можете крупную соль, можете морскую соль. Вот как здесь. Подсвечник маленький. Черная свеча в виде креста. Черная восковая свеча. Вы сооружаете некую такую могилку, могильный холм. Я вам уже объясняла. Откройте, пожалуйста, мою лекцию «Ключ, замок, язык». Почему составляются именно так заговоры. В голове, в мыслях, в параллельном мире вот эта могила находится, и мы будем к этой могиле обращаться. Это называется сюрреализм, иллюзион, как хотите, параллельная реальность. Неважно. Но такой способ очень сильно работает, если, конечно, составил профессионал и правильно составил. Следующее. Вам нужен источник дыма. Можете взять любой благовоние, то есть благовонию. Травы здесь не нужны, потому что это лишнее, это будет вас отвлекать. Далее. Возьмите яйцо куриное. Любое подойдет. Подойдет и магазинное, правда, лучше деревенское брать, но можно и магазинное. И булавку одну. Так, черная материя. Нужно сыпать, вот как я сделаю, посыпать соль, как бугорок могильный. Сверху вот этот крест могильный поставить, как знак мучения и как знак
смерти, могилы, да. Все остальное это как бы для красоты, поэтому вам это не обязательно. Но поскольку я работаю, я человек творческий, мне нравится создавать соответствующую атмосферу. Далее. Черная материя, соль, 2 свечи черные, восковые. Яйцо, булавка. Все. Так, женщинам нужно проводить женские дни, мужчинам мужские дни. Как определить, что такое женские и мужские дни? Уже говорила, повторюсь. Все дни, которые заканчиваются на А, это женские дни. Пятница, суббота, среда. Все остальные дни это мужские. Да? Понедельник, вторник, четверг, воскресенье. Но в воскресенье я не рекомендую проводить никому из вас. В воскресенье лучше оставляем. Ну, прям если очень срочно будет, прям плохо, да, но рекомендую в воскресенье вообще эту чистку не проводить, не трогать. Далее. Почему человек готовится к этому? Почему человек что-либо покупает, когда готовится к чисткам или к каким-то другим ритуалам? Он мысленно находится в этой реальности. То есть он покупает, он подготавливает, он все это находит, и все это время он находится мысленно в этом процессе. Тем самым усиливает свою связь с этими силами. То есть он уже настраивается на эту волну и постепенно привлекает эти силы в свою сторону, потому что будет окончательно проводить, и силы будут его слышать. Здесь не нужно ничего особо ходить покупать. Здесь можете найти дома все это. Ну, если у вас, предположим, булавок нет, да, купите. Но расплачиваться нужно без сдачи или по карте. Мы об этом уже говорили и много раз, поэтому я думаю, что не стоит постоянно напоминать. Так вот, проводите в темное время суток. Любой день. Зачастую бывает, что нужно проводить, например, с 00 ночи до 03. Это активное время сил. Но если вы, например, все подготовили, вы должны провести в такое время, чтобы вы попали в женский день, если вы проводите в женский день, если вы женщина. Если вы мужчина, то все подготовьте и как бы подождите 00 ночи, чтобы попасть в мужской день. В другие дни нежелательно делать. Работает, но не нужно делать. Делайте как положено. Тогда она сработает в полную силу, потому что в этих рекомендациях есть тоже ключ. Понимаете, правильность проведения, оно, как бы сказать, очень большое имеет значение. Я буду каждый этап читать и объяснять, чтобы вы не запутались. Например, вот первый этап мы проведем с вами, потом я объясню, почему это нужно делать, второй этап проведем с вами и так далее. А вы, естественно, уже настроены, сядете и проведете. Теперь, что касается того, что вот, а где текст, вот недавно выставила, я выставила на русском языке и на армянском. Там есть тексты. Значит, листайте вниз и смотрите. Больше не смейте такие вопросы мне задавать. Листайте, смотрите тексты. А там, где на русском языке, и уже я объясняла 1 025 раз, что мне пришлось в прошлом году закрыть канал, а когда закрываешь канал и открываешь, все твои комментарии везде и всюду, где ты писала, исчезает, а я в основном там закрепляла, Яна заходила либо с моего канала, либо с гостиной, которую тоже слили. Поэтому эти ритуалы исчезли. Хотите текст, набираете, то есть название ритуала в Гугле, рядом пишите текст. Выйдет на моем сайте, все тексты есть, все. Может быть, 3-4 текста еще не внедрили, может быть, но все остальные есть. Поэтому будьте так любезны, не занимайте мое время, мне не так очень мало времени, но я стараюсь в любом случае вам дать работы. Как вы видите, я стараюсь дать больше работ. Далее буду выкидывать к чертовой матери тех, кто внизу пишет время, когда я читаю заговор. Вы что хотите этим сказать?
что не обращайте внимания, что она говорит в начале лекции. Вот заговор с этой минуты начинается. Так существа безмозглые. Для того, чтобы понять, зачем тебе эта чистка нужна, нужно прослушать в начале. Инструкцию надо читать. Когда ты что-то берешь, читаешь инструкцию, как это использовать. Иначе воткнешь в этот, как там, источник тока, и волосы станут дыбом. Вот таких вот существ я выкидываю из форума. Они никогда ничего не достигнут. Они не хотят ни слушать, ни вникать, ни понимать, зачем мне это надо. Нет. Сразу быстренько посмотрели, а вот с этой минуты начинается. А ты, безмозглое существо, понял вообще, зачем тебе это надо делать? Когда надо делать, каким образом, какой результат из этого получится. Пока не прослушаешь в начале, для чего это делается, зачем брать и делать. Так что, кто посмеет вот так вот перейти грань, это неуважение ко мне. Вот с этой минуты начинается заговор. Замечательно, бери, читай. А для чего этот заговор, ты понял хотя бы или нет? Вот такие приходят, потом начинают выть. Ой, помогите, изучите канал. Ну, я изучила, сделайте ритуал. Ну, я просто не знаю, боюсь. Не делайте ритуал. А что мне делать? Сиди, плачь. Начали. Итак, первую часть читаем 3 раза. Когда будете читать, вам может стать немного плохо. Это не страшно. Я вам уже говорю, будет такое ощущение, как будто вас прям вот за ухо взяли и тащат наверх. Словно колпак снимают с вас, очищают вас. Это нормально, нужно к этому относиться спокойно. Без паники. Как только дочитаете, вот этот жар спадет, вам станет легче намного. Значит, зажигайте благовоние. Зажигайте вот этот крест, но только в отличие от работы, там, где сила земли, тоже есть крест, но там земля и соль, да? В отличие от той работы, здесь нужно зажигать только вот, вот отсюда, то есть с одного фитиля. И это должно остаться прям так же. Вот догорит до этого, отпадет и все. Читаем 3 раза. И ничего не убираем. Все эти 3 этапа чистки будем проводить с вами вместе. То есть вот не убирая ничего. Есть некоторые чистки, в которых можно взять свою там старую рубашку и что-то еще стелить вместе с солью. Здесь нельзя, здесь именно черная материя. Ну, побольше берите, чтобы вам удобно было потом его в узелок завязать и вынести. Выносить можно на следующий день, естественно. Но больше 1 дня оно не должно дома у вас оставаться. Ничего у вас не вернется, но соблюдайте все правила, если хотите, чтобы у вас получилось как надо. Начнем. Что потом делать, как откупиться, я вам объясню. Иду я из дверей в ворота, из ворот во чисто поле. Там одинокая могила, а в могиле мертвяк лежит, свой гроб сторожит. Послушай меня, душа упокойная. На тебе соль, за даром бери, и мне подсоби. Этой солью слезы моих врагов соли-пересоли. Мои муки и страдания, моей души метания через эту соль им подкинь. Тем, кто мою жизнь отравляет, мне боль причиняет, меня поедом ест, радости жизни меня лишает. Да отольются ему мои слезы через соль эту, да огненную силу, да через воск и соленую могилу я снимаю с себя эту злобную силу. Завистливые глаза ослепните, злобные языки онемеете. Поганые рты навеки закройтесь. Как воск от огня тает, так и порча, и корча исчезает, так и хворь, и неудачи отступают. Порча, найди упокой во сырой земле твое место, а мне жить да жить, заклято. Что будет после этого? Очень может быть, что на скорую увезут того, кто вам вредит. Иду я из дверей ворота, из ворот во чисто поле. Там одинокая могила, в могиле мертвяк лежит, свой гроб сторожит. Послушай меня, душа упокойная, на тебе соль, за даром бери, и мне подсоби. Этой солью слезы моих врагов соли-пересоли, мои муки и страдания, моей души метания через эту соль им подкинь.
Тем, кто мою жизнь отравляет, мне боль причиняет, меня поедом ест, радости жизни меня лишает. Да отольются ему мои слезы через соль эту, да огненную силу, да через воск и соленую могилу я снимаю с себя эту злобную силу. Завистливые глаза, ослепните, злобные языки, онемейте. Поганые рты, навеки закройтесь. Как воск от огня тает, так и порча и корча исчезает, так и хворь и неудачи отступают. Порча, найди упокой во сырой земле твое место. Во сырой земле твое место, а мне жить да жить. Заклято. Иду я из дверей в ворота, из ворот во чисто поле, там одинокая могила, а в могиле мертвяк лежит, свой гроб сторожит. Послушай меня, душа упокойная, на тебе соль, за даром бери, а мне подсоби. Этой солью слезы моих врагов соли-пересоли, мои муки и страдания, мои души метания, через эту соль им подкинь. Тем, кто мою жизнь отравляет, мне боль причиняет, меня поедом ест, радости жизни меня лишает, да отольются ему мои слезы через соль эту, да огненную силу, да через воск и соленую могилу. Я снимаю с себя эту злобную силу, завистливые глаза ослепните, злобные языки онемеете. Поганые рты навеки закройтесь, как воск от огня тает, так и порча и корча исчезает, так и хворь и неудача отступает. Порча, найди упокой во сырой земле твое место, а мне жить-то жить. Заклято. Дальше переходим на второй этап. Свеча пускай горит, догорает, а мы делаем вторую работу. Берем булавку. Сейчас будем очень сильно зевать. Значит, смотрите. Вам нужно вот таким образом, вот так вот, на руку себе, на ногу, как хотите, касаясь острием булавки, вот так, начитывать. В конце, 6 раз надо читать. В конце, когда начитаем, значит, нужно 3 раза по своим губам вот так пронести. 1, 2, 3. И закрыть. Это из славянской магии, но с элементами армянской магии в том числе, потому что я вам дарила заговор моей прабабушки, да, мою версию, потому что ту самую именно в том виде, в котором она есть, нельзя дарить. И вы все зевали, вы все говорили, что просто зевота начинается, потому что если вам завидуют, вы начнете зевать. Если чуть-чуть, зазевались, и нормально, ничего страшного. А если прям сильно, аж глаза болят, рот рвется на части, это значит, что есть вокруг вас, особенно если человек яркий или если человек общественный, да, на виду. Начнем. Сейчас будем проверять, есть ли на мне эта вот зависть. Можно ли отдельно провести каждый из этих этапов? Нет. Это общее, вместе собрано, для того, чтобы эффект был особенно сильный. А от зависти с булавкой у меня есть отдельно, можете провести. Вот тот можно отдельно делать. Слушаем. Так. Сейчас как дочитаю, не знаю, потому что сейчас уверенно уже начинается. На море, на океане, на острове Буяне камень Алатырь лежит. Ой, быстро дочитай, пока не... На камне девица огненная стоит, держит копье в руке. Тем копьем колет и бьет, моих врагов гонит и жжет. Сердце им пронзает, языки отрезает, глаза их от меня отводит, заговоры да оговоры, злобные глаза, черные сердца. В пепел да в прах обращайтесь, сгиньте, убирайтесь, зубы, губы, ключ, язык, заклято. Не знаю, я смогу дочитать? Кошмар. На море океане, на острове Буяне. Камень Алатырь лежит, на камне девица огненная стоит, держит копье в руке. Тем копьем колет и бьет, моих врагов гонит и жжет, сердце им пронзает, языки отрезает. Глаза их от меня отводит, заговоры да оговоры, злобные. Глаза, черные сердца, в пепель да в прах обращайтесь, сгиньте и убирайтесь, зубы, губы, ключ, язык, заклято. Знаете как? Я сейчас на стоп нажму, себе начитать до конца уже. Просто зазеваюсь, а потом продолжу. Ой, это не описать словами. Все, теперь могу продолжать. Столько зевоты не будет уже. Так, 2 раза начитали, нужно 6 раз.
На море, на океане, на острове Буяне камень Алатырь лежит, на камне девица огненная стоит, держит копье в руке. Тем копьем колит и бьет, моих врагов гонит и жжет. Сердце им пронзает, языки отрезает, глаза их от меня отводит, заговоры да оговоры, злобные глаза, черные сердца. В пепел да в прах обращайтесь, сгиньте, убирайтесь, зубы, губы, ключ, язык, заклято. На море, на океане, на острове Буяне камень Алатырь лежит, на камне девица огненная стоит, держит копье в руке, тем копьем колит и бьет, моих врагов гонит и жжет, сердце им пронзает, языки отрезает, глаза их от меня отводит, заговоры да оговоры, злобные глаза, черные сердца. В пепел да в прах обращайтесь, сгиньте и убирайтесь, зубы, губы, ключ, язык. Заклято. Так, еще 2 раза. На море, на океане, на острове Буяне камень Алатырь лежит. На камне девица огненная стоит, держит копье в руке. Тем копьем колит и бьет, моих врагов гонит и жжет. Сердце им пронзает. От слез глаза прям. Языки отрезает. Глаза их от меня отводит. Заговоры да оговоры, злобные глаза, черные сердца. В пепель да в прах обращайтесь, сгиньте и убирайте, зубы, губы, ключ, язык, заклято. На море, на океане, на острове Буяне камень Алатырь лежит, на камне девица огненная стоит. Держит копье в руке, тем копьем колит и бьет, моих врагов гонит и жгет. Сердце им пронзает, языки отрезает, глаза их от меня отводит, заговоры да оговоры, злобные глаза, черные сердца. В пепел да в прах обращайтесь, сгиньте и убирайтесь, зубы, губы, ключ, язык, заклято. Так, 3 раза нужно провести по губам. 2, 3. И закрепить на рубашке или на ночнушке, в чем вы будете сидеть. Кстати, будете сидеть, волосы распускайте и снимайте все украшения, и даже обручальное кольцо. Все. У вас энергетика должна быть свободной, спокойной. Все. Да, эту булавку 3 дня не снимайте. Через 3 дня можете снять. Нельзя снять. То есть не обязательно, чтобы вы эту рубашку носили, но 3 дня на этой рубашке эта булавка должна быть и не стирать. И третий этап. Третий этап с яйцом. Это как раз то самое марийских ведьм. Значит, смотрите. Вот этим яйцом нужно катать по ногам. Вот так, по рукам, по груди, по животу, по голове, везде и всюду. То есть вы, пока читаете, вы по своему телу катаете это яйцо. Яйцо вбирает в себя эту отрицательную энергию. Почему катание яйцом существовало? Если оно идет в совокупности с другими чистками, конечно, оно сильнее. Просто по отдельности это просто так снимает слегка плохую энергетику. Она не может сильной быть без других чисток. Это так, средненько. Но когда с этим всем вместе вы очистили первым заговором, то есть убрали вот эту злобную энергию, которая на вас, энергию зависти, закрыли им дороги, не дали им дальше развиваться и вам навредить. Первая чистка особенно сильная. Вторая чистка, она снимает с глаз и посылы, завистливо отправлены на вас. И третья чистка вас оздоравливает. Понимаете? Вот почему. И поскольку в яйце жизнь, то эта жизнь вбирает в себя вашу порчу, вашу вот эту всю загрязненную энергию. Она погибает, умирает внутри яйца, а вас освобождает. То есть вместо вас уходит. Жертвуете вы этой жизнью, которая внутри яйца. Ну и вообще яйцо это как символ изначальности, начала жизни. Мы тоже в утробе матери развиваемся внутри яйцеподобного вот этого вот, как бы там рубашка называется, но оно именно яйцо, да, сокращается, мы появляемся, а потом вот это нечто яйцеподобное внутри нас оберегает, пока мы рождаемся. Вот отсюда и символ яйца, как символ жизни, отданный за тебя. Так, крутим яйцо. Сейчас я постараюсь тоже делать, но, естественно, вы это не увидите, но не в полную силу у меня это
будет получаться, поскольку я не могу отвлекаться. Читаем 9 раз. Начали. Течет черная река, омывает берега. На склонах у той реки черная птица, хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Ешь первой головой моих врагов, ешь второй головой намерения моих врагов, ешь третьей головой все, что навели на меня, ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали, ешь пятой головой все, что мне наслали, ешь шестой головой опои и окормы, ешь седьмой головой злые наговоры, ешь восьмой головой волю моих врагов, а 9-я голова моих врагов и вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Течет черная река, омывает берега. На скалах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Ешь первой головой моих врагов, ешь второй головой намерения моих врагов, ешь третьей головой все, что навели на меня, ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали, ешь пятой головой все, что мне наслали, ешь шестой головой опои и окормы, ешь седьмой головой злые наговоры, ешь восьмой головой волю моих врагов, а 9-я голова моих врагов и вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Течет черная река, омывает берега. На склонах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Ешь первой головой моих врагов, ешь второй головой намерения моих врагов, ешь третьей головой все, что навели на меня, ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали, ешь пятой головой все, что мне наслали, ешь шестой головой опои и окормы, ешь седьмой головой злые наговоры, ешь восьмой головой моих врагов, а 9-я голова моих врагов и вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Течет черная река, омывает берега. На скалах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Ешь первой головой моих врагов, ешь второй головой намерения моих врагов, ешь третьей головой все, что навели на меня, ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали, ешь пятой головой все, что мне наслали, ешь шестой головой опои и окормы, ешь седьмой головой злые наговоры, ешь восьмой головой волю моих врагов, а 9-я голова моих врагов и вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Течет черная река, омывает берега. На скалах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Вы не поверите, яйцо начинает тухлеть и вонять. Фу. Ешь первой головой моих врагов, ешь второй головой намерения моих врагов, ешь третьей головой все, что навели на меня, ешь четвертой головой все, что вслед пожелали, ешь пятой головой все, что мне наслали, ешь шестой головой опои и окормы, ешь седьмой головой злые наговоры, ешь восьмой головой волю моих врагов, а 9-я голова моих врагов вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Тухлятельный завонял от яйца. Это... Да, бывает, но просто, что так быстро это начнется, я даже сама не ожидала. Ну, значит, очень много гадости она себе переняла. Вы знаете, и начинается внутри вот какое-то движение, как оживает яйцо. Вот начинаешь трясти, она отяжелела. Так, у нас осталось еще 2 раза, по-моему, если я помню правильно. Ну, главное, вы запомните, рядом там чертите, пишите. Течет черная река, омывает берега. На склонах у той реки черная птица хатага... На скалах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. 9-главая хатага. Ешь первой головой моих врагов. Ешь второй головой намерения моих врагов. Ешь третьей головой все, что навели на меня. Ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали. Ешь пятой головой все, что мне наслали. Ешь шестой головой опои и окормы. Ешь седьмой головой злые наговоры. Ешь восьмой головой волю моих врагов. А 9-я голова моих врагов и вовсе дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык. Заклято. Надеюсь,
Теперь вы понимаете, почему связана птица хатага и с яйцом чистка. То есть эгрегор птиц, да, вы связываете с пернатой силой. И, естественно, посредник их это яйцо. Так. Течет черная река, омывает берега. На скалах у той реки черная птица хатага живет. У той птицы 9 голов с 9 клювами. Девятиглавая хатага. Ешь первой головой моих врагов. Ешь второй головой намерения моих врагов. Ешь третьей головой все, что навели на меня. Ой, аж плохо стало сердцем. Сейчас, секунду. Настолько вот бьется, как будто сейчас выскочит. Сейчас дочитаю. Ешь четвертой головой все, что мне вслед пожелали. Ешь пятой головой все, что мне наслали. Я вас учу, да? Ну, даже на меня это действует. Ешь шестой головой опои о корме. Ешь седьмой головой злые наговоры. Ешь восьмой головой волю моих врагов. А девятая голова моих врагов его все дожрет и уничтожит. Ключ, замок, язык заклято. Ой, мне прям плохо стало. Подождите секунду. Сейчас приду в себя, воды попью. Вы знаете, мои ритуалы, они очень сильны, естественно, вы уже это знаете. И даже когда я просто вас учу, читаю, показываю, даже в это время оно срабатывает, естественно, слова очень сильно. Первая чистка, ощущение такое, жар, холод, из-под ног как будто что-то тянут вниз и вверх. Прям вот идет, как, знаете, как ёршиком тебя очищают со всех сторон. Потом резко отпускает. Вторая чистка. Зевота. Очень сильно зеваешь. Потом такое чувство, как будто вот какая-то чернота изнутри выходит. Становится легче. А третья чистка. Начинается очень сильное сердцебиение и кровь. Гонит кровь по всему телу. Третья чистка оздоровительная больше. Она просто съедает ваши все, поскольку доказано, что человеческая зависть, ненависть, злоба, вот эта злая энергия, злые посылы, они имеют особенность портить человеку его энергетическое поле, и из-за чего, собственно говоря, у человека начинаются всякие болезни уже в физиологическом уровне, то очищая это все, да, вы убирайте источник этих болезней и прочее, улучшайте состояние. У меня нога болела днем, у меня бывает иногда с погодой связано, начинает болеть. И вот обычно после чисток он всегда уходит. Вот сейчас прям вообще исчезла. Знаете, что самое интересное, когда люди пишут, что во время чисток прям вот резко прекращается боль, или резко прекращается что-то, или прям вот плохо становится, кружится. Вы представляете страх этих людей? Это же физически, на физическом уровне они ощущают, то есть силу этих слов. Это хорошо. Так, что нужно делать? Итак, друзья мои, значит, это все вот... Очистили яйцо сюда, кладем. Ждем, пока догорит. Вот как упадут в разные стороны. Вот догорит до определенного момента. Вот столько останется огарка. Можете потушить. Значит, вытаскивайте подсвечник. Постарайтесь, вот я вам сейчас покажу вот так лучше. Вот уже видите, что догорает. Вот так вот в разные стороны. Угу. Это все. Ничего такого здесь нет, если вы тронете. Это все очищено, убрано с вас. Так. Вы можете вот так делать, можете прям потушить. Смотрите, до какого уровня, в принципе. Так, это все. Значит, и вот источник дыма. Если достаточное количество уже догорело, можете вот так вот его потушить, заглушить. Вот. Все. Сюда. Дальше. Значит, берем это все, завязываем узел, вот это все туда. От касания
вам ничего обратно не приходит. Вы сняли, все туда кинули. Естественно, вам не нужно его там руками вот так трогать. Но от касания ничего не бывает, потому что с вашей энергией она разрушилась и ушла туда. А разрушенное обратно не возвращается. Понимаете? Это, извиняюсь за сравнение, как в туалет сходили, оно уже смыто ушло. Оно же к вам не возвращается от того, что вы унитаз закрыли сверху. Вот. Но желательно, конечно, особо не трогать. Все. Ну вот, самое такое оставили. Значит, завязали. Можете крест-накрест, как хотите. Здесь не имеет никакого значения. Просто, чтобы был узелок такой. Унесите где-нибудь подальше, спрячьте до следующего дня, чтобы никто не касался. На следующий день положите в пакет отдельно, не в сумке своем. Унесите, вам нужно это закопать. Значит, кто-то сейчас скажет, а вот если зимой будем проводить, зимой закапывайте в снег. Все. Просто закопать нужно. Вам нужно отдать стихии земли, естественно. Но если в снег, в принципе, нужно определенное время, чтобы это все там оставалось. То есть в закрытом пространстве, да, или в снег, или в землю, естественно. Зимой просто мерзлая земля, и никак невозможно в землю ее закопать. Но оно уходит в землю, потому что с водами вместе это все стекается потом в землю. Желательно, естественно, и зимой закопать, если есть возможность. Но если нет возможности, надо закопать в таком месте, чтобы несколько месяцев никто не видел и не нашел. Если кто-нибудь вот случайно тронет, там найдет, вот вопрос, отвечаю, что будет с этим человеком? Ничего. Вы же не перекидываете свои болезни на кого-либо. Ничего не будет. Оно не разрушится, оно от вас уже ушло. Вы должны просто выполнить все, что сказано, правильно, всю инструкцию, дальше вас не волнует. Так, далее. 9 монет оставляйте сверху. Вот закопали. Опять же, в той стране, где нет монет, и чтобы не спрашивать, а что делать, 9 камней купите, вот эти камушки, которые продают. Камни тоже энергия. 9 камней оставляйте. Нужно оставить 9 монет. И сказать, откупаюсь, да будет так, заклято. Отвернитесь и уходите, не глядя. В это место вы не должны приходить месяца 3-4. Вообще не должны приходить, желательно. Но если есть такое место, которое вы не можете никак избегать, ну, значит, месяца 3-4 точно вы не должны там являться. На кладбище нельзя закапывать. Не вздумайте. Туда нечего делать. Достаточно закопать там, где я сказала. Потом, вот буквально чистка, через полчаса с чем-то, у вас начинается ощущение как легкости, прям как груз упал с плеч. Чем чревато? Если люди вас преследуют, у них начнутся такие несчастья, что они от вас отстанут. Если вы не знаете своего врага, кто это делает вам, вычислиться, у этих людей начнутся проблемы, вы узнаете. Вы можете, можно и идти тоже туда, кстати говоря. Если люди хотят вам навредить, они от вас отстанут. Но самое главное, уберут от вас, то есть уберется от вас вот эта вся черная энергия зависти, злости, ненависти к вам, которая вам закрывает дороги. Когда очищается злобная энергия, открываются дороги судьбы, как правило. Проводите это. Ну, мало ли, вот вы продавали там на рынке, да, все было хорошо, а потом раз, и все остановилось, тормознулось, и ни в какую, ничего, никуда. Много есть работ снять с глаз, с бизнеса и так далее. Но если уж хотите капитально прям очистить себя надолго, вот такие ритуалы проводите. Если в месяц 3 раза проведете, вообще замечательно. Если у вас есть возможность 1 раз провести, в любом случае сработает. Но 3 раза в месяц, самая просто безысходная ситуация, решится в вашу пользу. Хочу вам сказать, что есть еще ритуал 30 серебряников. Это от бывших друзей и продажных друзей. Отзывы хорошие, и я вам больше скажу, что они заканчиваются смертью тех людей, которые предали. Конечно, сейчас будет вой. Как? Это же жизни людей. Защищают предателей те, которые сами способны предавать. Запомните. Возмущаются возвратом порчи те, которые сами способны делать дерьмо.
Люди, которые знают, что такое подняться с нуля, что такое противостоять зависти, злости, подлости и прочее, они никогда не осудят. Потому что они знают, каково это с такими подонками бороться. А подонки будут, конечно, вопить. Как вам не стыдно-то, это же люди. Были бы люди, не предавали бы. Вот и все. Научитесь прощать. А я вам скажу, а вы, суки, научитесь не делать так, чтобы нам пришлось вас прощать. Вот. Всем удачи!